Всем привет, друзья! Сегодня я хочу вам показать производство корпусной мебели. Мы все видим корпусную мебель в магазине, уже готовую, но никто не знает, как это все выглядит изнутри, как она собирается и что влияет на ее качество. Я сегодня в гостях у компании Мебелит, и Константин, ее руководитель, поможет мне вам показать все секреты и факторы, которые влияют на ее качество. Здравствуй, Саша, здравствуйте, дорогие подписчики. Да, я с удовольствием хотел бы рассказать, показать жизнь производства изнутри. Все мы привыкли видеть уже готовую продукцию в наших съемках, в наших роликах. У себя дома вы видите готовую продукцию, а как она изготавливается, к сожалению, никто этого не видит. Поэтому наша сегодняшняя задача показать это все наглядно. Постоянно задают вопрос, почему так дорого, да я куплю в 2 раза дешевле в другом месте. Нифига вы не купите в другом месте по тому же качеству. И я сегодня вам покажу, почему. Погнали! Производство мебели состоит из нескольких станков. Вот это первый из них, вот эта огромная машина. Но мы, конечно же, все понимаем, что сначала делается дизайн. Дизайнер создает проект мебели, потом передает на производство, и на производстве делается конструктивный проект мебели, который потом загружается уже непосредственно в машину, и начинается история. Расскажи, как вот подробнее, что это за штука такая огромная? Это прекрасная большая машина, это наш раскроечный центр с числовым программным управлением. И плюс этого станка, для чего он нужен, именно такой большой, красивый ЧПУ, плюс в том, что это огромная точность пиления деталей, точность в размерах. Погрешность здесь 0,01 миллиметра. Ну, я понимаю, чем дороже, тем точнее станок. Да, вот вопрос говорят, что это, кто-то говорит, что купили себе игрушку, кто-то говорит, что у нас такие же станки. Друзья, этот станок стоит 6,5 миллионов рублей. Это не игрушка, это то самое качество, которое потом конечный потребитель уже почувствует у себя дома. То есть вот эта точность дает возможность плотному примыканию деталей под углом 90 градусов и четкая размерность вот именно деталей, шкафов уже по итогу у нас на адресе. Давай подытожим по этому станку. Сюда подаются большие листы ДСП, и из них получаются детали с точностью до там... Да, все верно. Сюда погрузчикам подается, значит, палета материала, станок все это дело распиливает, и детали уже выходят сюда точного размера, и каждая деталь пронумерована, на ней этикетка со штрих-кодом, потому что когда происходит сборка, и когда привозят сборщику большую груду деталей, он точно знает, куда какая необходима. Это раз. Два. И вот следующий станок, по ролику увидите, с числовым программным тоже управлением, сверлильно-присадочный станок. Детали просто запускаются, станок считывает штрих-код, и он уже знает, где какие отверстия сделать, где какие фрезеровки сделать. Пойдем покажем его. Пойдем покажем. Детали попадают на этот станок. Что здесь происходит? Да, это у нас сверлильно-присадочный станок, тоже с числовым программным управлением. Здесь делаются все отверстия, все фрезеровки под подсветку, под профиль гола. Если деталь у нас не прямоугольная, то сюда закладывается прямоугольная деталь, а он же делает из нее треугольные, трапециевидные, какие-то угловые выпилы, да. То есть мы максимально исключили человеческий фактор с точки зрения вообще изготовления. То есть никакие отверстия, никакие выпилы мы не делаем вручную. Вернее, делаем где-то на монтаже, может быть, 1-2%, а процентов на 95% все детали сверлятся, присаживаются, фрезеруются, все автоматизировано. За счет чего достигается качество? За счет точности, как раз точности в сверлении отверстий. Если сверление отверстий сделано вручную или не на дорогом станке, точность присадки имеет погрешность. И эта погрешность потом встречается на сборке корпуса. То есть, когда сборка корпуса произведена и стянута не очень плотно детали под углом 90 градусов горизонт и вертикаль, то это все влияет на прочность всей конструкции шкафа, кухни. Так вот, плюс этого станка, опять же, точности. Ну это было бы странно, Костя, если бы там была точность, а здесь было бы просто тяп-ляп. Ну. Поэтому он тоже стоит, по-моему, 5,5 миллионов рублей. Это очень важно. Это сейчас не хвастовство ценой, это просто обоснование, для чего эта красивая игрушка. Часто мне говорили, что зачем игрушка тебе такая? Вот как раз для качества. Получается, что у нас все детали напилены, в них сделаны фрезеровки, присадка, отверстия. И что с ним происходит дальше? И дальше, конечно, их нужно обработать по периметру. За это уже отвечает кромко-облицовочный станок. Пойдем.
Я был в Италии на фабрике Антонио Лупи, у меня сейчас просто какие-то флешбеки. То есть это, ну, я вижу, что качество прямо вот не хуже европейского, может даже и лучше. Какой-то прямо... У меня просто производство всегда ассоциируется с какой-то грязью, пылью, с каким-то бардаком. Здесь просто все идеально вычищено, и станки очень модно выглядят. Что это за штука такая? Это у нас мной любимый кромкооблицовочный станок. Его плюс тоже с числовым программным управлением. Люблю эту фразу. Станок идет с прифуговкой и с полировкой. То есть, когда подается сюда деталь, изначально фреза снимает 1 мм детали любого листового материала, и потом уже накладывается и прожимается кромка. То есть по итогу сколов после такого станка как таковых не может быть на любом материале. Потому что вот эта прифуговка этого станка, она все как раз и убирает. Я просто знаю, что если ты приходишь, например, в какой-нибудь магазин там немецкий, с немецкими кухнями, там самого топ уровня, и первое, что они скажут, посмотри, какая у нас крутая кромка. Вот кромка является прямо вот самой важной вещью именно в корпусной мебели. Эталон качества. И этот эталон качества можно хорошо просмотреть на фоне белого материала. То есть берем белый материал, потому что наносится клей, и клей имеет не белый цвет. И когда кромка наносится плохо, когда видно клеевой шов на плохих станках, у плохих работников, я не знаю. Мы хорошие работники. На недорогих станках. Ну, пусть будет так. То именно клеевой шов, он хорошо заметен. Здесь же за счет прифуговки, за счет плотного прижатия высокотемпературного клея, клеевого шва практически не видно. И это мы сейчас увидим на именно белых деталях. Это эталон такого качества и проверки. Ну давай, короче, если я косплею Дудя сегодня, сколько стоит этот аппарат? Сколько это стоит штука? Слушай, покупали мы его за 3 700, 3 миллиона 700 тысяч. Покупали мы его, по-моему, в декабре, год назад. Да. Очень важный момент. До этого у нас был станок, там как раз не было прифуговки. Клеевой шов, конечно, был максимально эстетичен, но когда мы купили это и сравнили, это, конечно, небо и земля в плане качества, в плане эстетики, а самое главное и практичности, потому что хорошо приклеена кромка на любой материал. При попадании воды она намного дольше и больше выдерживает времени от взбухания, если воду не убрать. Я на самом деле хочу сказать, раскрыть маленький секрет. Кухню в свою квартиру я делаю у ребят. То есть я выбрал их среди многих на самом деле. И дальше уже вы увидите отдельные части, уже собранные для моей кухни, а потом я вам покажу еще ее в интерьере, как вот все получилось. Слушай, да, очень люблю свою работу, люблю производить, люблю, когда люди радуются. Очень расстраиваюсь, когда появляется какой-то негатив, где мы какие-то небольшие вот косячки делаем, человеческий фактор. Признаю, есть, но самое главное, мы признаем и исправляем, но всегда стремимся к лучшему. Что даже, вот сейчас у нас получилась маленькая реклама, я могу сказать, что очень важно, чтобы производители в любой вообще сфере интерьера, чтобы они признавали свои косяки и исправляли их, потому что они бывают везде, но есть люди, которые просто исчезают, и вы просто ничего не можете сделать. А есть производители, с которыми мы давно работаем, которые всегда все исправляют и доводят до финального результата. Поэтому у них всегда много работы. Вот это прямо проверенная история. Получается, у нас есть кромка, у нас есть финальная деталь. Что происходит дальше? Дальше детали идут на сборку, уже на сборочные столы. Если детали крупногабаритные, они просто запаковываются, уже увозят на объект. Если это кухня, то контрольная сборка в цехе происходит. То есть собирается все в модуля, навешиваются фасады, проверяют ОТК, запаковывается и уже увозится опять же на адрес заказчика, где готовые шкафы уже просто стягиваются, навешиваются. Ну, тогда мы поедем дальше на ваш сборочный цех. Да? Костю оставим здесь производить мебель. Пока-пока всем. Сейчас мы находимся в финальном участке производства. Здесь происходит предварительная сборка. То есть на первом этапе мы создали детали, создали вот эти кубики лего, которые мы привозим сюда, высыпаем из пакетиков и собираем предварительные части. Например, вот эта верхняя часть моей будущей кухни. Здесь ее предварительно собрали, вот здесь верхние 5 ящиков, нижние ящики. И вот такими большими блоками их уже повезут на квартиру, поставят на место и уже будут к ним прикручивать фасады, устанавливать какие-то дополнительные вещи, то есть собирать уже финальную картинку. Сейчас, когда я вошел в цех и увидел свои фасады, я просто перекосился от ужаса, мне показалось, что они белые. Но ребята меня успокоили, вот обратная сторона,
она не крашена, она просто белая. И вот крашеная фасадная сторона. И мы приложили белый лист А4, и сразу же произошел баланс белого, и сразу же стало видно, что они тепло-белого цвета. И я успокоился, значит, что цвет выкрашен правильно. Я постоянно рассказываю о том, что начинающие дизайнеры рисуют нереализуемые вещи. Но нереализуемые не то, что их невозможно построить, а то, что они будут стоить неподъемных денег. И сейчас в моде теплый минимализм, скругленные такие природные формы. И я часто вижу 3D, в которых шкаф закруглен, еще и с фрезеровкой. Так вот, когда этот шкаф начинаю считать, то стоимость вот этого угла может быть сопоставима со стоимостью самого шкафа. Объясняю почему. Невозможно взять массив, сделать фрезеровку и закруглить его просто потом погнет. С МДФом такой трюк тоже не пройдет. И как это технически надо сделать? Нарезаются вот такие тонкие полосочки, это МДФ фрезерованный, и потом они все вместе собираются, нанизываются, стягиваются специальными вот такими металлическими частями, склеиваются, и в итоге мы получаем вот такие детали. Вот у нас получается маленькая склеенная часть, и из таких склеенных частей мы получаем уже полноценный угол. И представьте, сколько все вместе это будет стоить. Конечно же, это дорогое изделие, и не надо этому удивляться. Теперь вы видите, как оно получается. Буквально только что приехали фасады для шкафа в малую комнату. Это эмаль, МДФ в эмали, и чтобы сделать более интересный минималистичный фасад, мы добавили фрезеровки и вот такие радиусы фрезерованные. И все вместе будет образовывать интересную минималистичную такую графическую картину. Снизу у нас перевернутый вот такой профиль для захвата. Мы его используем как продолжение теневого плинтуса на стене. Все вместе потом покажу в сборе, это будет очень интересно и графично. Цвет прекрасный, это не белый, это такой сложный теплый цвет, мне он очень нравится и смотрится очень нарядно и красиво. Также в сборочном цеху стоит большой станок, здесь можно сделать какие-то локальные работы, какие-то мелкие, что-то подпилить, что-то сделать. Вот этот диск, он крутится в любой плоскости до миллиметра, то есть он наклоняется, выдвигается, то есть здесь все что угодно можно делать. Здесь у нас собранный блок для ванной комнаты, он будет устанавливаться в нишу над унитазом. На эту закладную будет крепиться чистовой фасад, и на нее будет крепиться профиль для натяжного потолка с теневым примыканием. Вот вживую покажу до мелочей, как это все выглядит, потому что меня постоянно спрашивают, как разработать этот узел. Также здесь будут распашные двери, и здесь полочки для всяких средств для ванной. Здесь уже заранее пропиленные отверстия для розеток, и здесь у меня будет стоять заряжаться ирригатор, либо зубная щетка. Сейчас мы подобрались с задней стороны к шкафчикам над кухней, потому что там двери закрыты. Вот в эту нишу будет устанавливаться вытяжка над плитой. Здесь будет проходить патрубок к вентиляции, и здесь мы по месту вырежем уже отверстие, чтобы установить эту вытяжку. Потому что меня тоже постоянно спрашивают, а как вытяжки не видно, вы что, забыли ее нарисовать? Она просто скрыта вот в этих верхних шкафах. Я уже здесь увидел такие мелкие детали, как блок для включения подсветки, когда вы открываете двери, что можно было по одной двери открывать, а не две одновременно, чтобы свет загорелся. Вот такие миниатюрные блоки питания, но я думаю, что это все уже покажу на квартире, и это уже не по производству мебели, это именно про вкусные мелочи, которые дополняют всю эту историю. Еще здесь есть цех по работе с массивом. По сути, это ручная работа, где на станках выполняются буквально вот маленькие детали, склеивается массив, склеивается, опять же, детали, сделанные на общем производстве, шпатлюются. В общем, здесь делается вот такая финальная, мелкая, тонкая, по сути, очень дорогая, потому что ручная работа. Здесь собраны элементы из массива, и стыковки как раз вот зашпатлеваны. Вот здесь тоже все подшпатлевано. Потом это будет шлифоваться и уже финально краситься эмалью. Здесь собраны фасады из массива, как раз уже видно вот все эти филеночки, красивые стыковки. И вот эти щели, они все равно потом будут, они по сути являются элементом декора, потому что массив гуляет, дышит, и эти щели в любом случае потом появятся. Поэтому их не маскируют, их делают как бы элементом декора. Уже собранную мебель я покажу на квартире, здесь ее невозможно показать, но я думаю, что самую главную задачу на сегодня мы выполнили. Мы показали, как производится мебель, как она собирается и готовится к отправке на наши финальные проекты. Конечно же, дизайнерская мебель, она всегда индивидуальная, она всегда подгоняется до миллиметра под ваши размеры, она просто не может быть потоковой и массовой. Поэтому вот я показал
показал вам, как она производится, как вот эти все мелочи прорабатываются. Монетизация сейчас не работает, поэтому я оставлю ссылочку на наш Boosty, чтобы вы могли поддержать нас и выход следующих выпусков. Обязательно переходите в наши соцсети, там очень много всего для вашего вдохновения. Также поддержите видео лайком и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. До скорой встречи, пока-пока.